Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с дневником немецкого солдата. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Ну а мы начинаем. 20 июня. Дни полные событий. Приходят и уходят. Жизнь висит на волоске. Война, конечно, ужасная вещь. Мы ее, конечно, проклинаем. Но и у нее есть полезные стороны. Она постоянно добавляет нам жизненного опыта. Мы получаем новые впечатления. Видим все тягостное, связанное с ней. Но многое из всего этого имеет свою ценность. 21 июня. Я совсем закопался в своих душевных переживаниях. И в целом слишком много думаю. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь постичь вещи, сами по себе не являющиеся рациональными. Вероятно, эта Россия давит столь сильно на мою психику. Я тоскую по пище для ума, как голодная собака по кости. Мне хотелось бы сейчас заняться научной работой. Все, что есть под рукой, это номера мюнхенской книги для чтения. Это мои молчаливые спутники. Добавлю, мюнхенские книги – это журналы для немецких солдат с публикациями на различные темы. Философия, поэзия, история, лирические произведения, пропаганда и политика, детские рассказы. Они воодушевляют и успокаивают меня. На их страницах я открываю себя и иногда нахожу ответы на свои трудные вопросы. Они мои настоящие друзья, изо дня в день, особенно в часы одинокой рефлексии. И у солдат и офицеров довольно мрачное настроение. Все невеселые, и какой-либо реальный энтузиазм совсем исчез. У всех одно и то же всепоглощающее желание – выбраться из этой бойни, уйти на отдых, побывать дома, просто получить увольнительную. Наступательный дух давно покинул наши ряды. 24 июня. Ночь ужасов. Последние несколько часов, которые нам пришлось провести в этой убогой небольшой деревне, неожиданно оказались просто кошмаром. В час ночи нас разбудили взрывы неслыханной мощности. Мы повыскакивали из кровати и распластались на полу. Это были первые сигналы того, что на фронт прибыла тяжелая артиллерия Сталина. В одно мгновение мы вылетели из дома и укрылись в ближайшем подвале. Шел сильный дождь. Деревню вскоре охватил пожар. Зловещие отблески пламени осветили дома, улицы и лица солдат. 6 июля 1942 года. Прошедшая неделя не принесла хороших новостей. То, как мы существуем, меня никак не радует. Мы опять в казармах. Едва мы вернулись с передовой, опять началось обучение. Вот вам и прусская система. 9 июля. Сегодня можно было просто сойти с ума. Нас заставляли маршировать гусиным шагом хуже, чем новобранцев. И все это в условиях невыносимой жары. Но влиятельные круги считают, что в этой безжалостной муштре лежит залог наших побед. Вероятно, на этот раз меня повысят в звании. Я давно это заслужил. Хотя я часто знаю больше, чем любой из унтеров, мне старшему стрелку с существенным образовательным уровнем доверяют меньше, чем им. Таковы трудности, которые нужно преодолеть. 19 июля. Наши непосредственные начальники отравляют нашу жизнь мелкими придирками, упражняясь в деспотии, которую они сами себе и позволили. Например, нам нельзя расстегивать воротники во время марша. Что за тирания? Они всегда хватают через край. Нет конца смотрам и заданиям. Старопрусская муштра в чистом виде. При этом здесь это делается с большим усердием, чем в казармах. 25 июля. Я хорошо изучил эту систему и просто возненавидел ее. Хоть бы удрать куда-нибудь от этих дубов. 30 июля. Иногда я просто впадаю в отчаяние. Здесь нет никого, кому я мог бы излить душу. Или кого-то, кто бы меня понял. Люди, с которыми я здесь в контакте, пустоголовы, поверхностны и туповаты. У меня нет иного выбора, как оставаться наедине со своими чувствами. Это нелегко, но я привык к этому и должен как-то держаться. Я пытаюсь найти душевные силы и спокойствие через одинокие молитвы. Я часто представляю себе возвращение домой. Господи, осуществятся ли когда-нибудь эти мечты? Когда этот день придет, мы вернемся совершенно другими людьми, с совершенно другими взглядами на жизнь. Будем совершенно по-другому ценить ее благо. Иногда мне кажется, что я во всем стал материалистом. Сколь часто я ловлю себя на том, что погружен не в философские мысли, а в раздумья о деликатесах или о других приятных предметах.
Конечно, это не значит, что я уже не идеалист, которым я был раньше. Конечно, когда я увижу что-то совершаемое несправедливо или деспотически, я часто готов выбросить мои идеалы куда подальше, но тогда я теряю душевное спокойствие, необходимое мне в часы одиночества. Только в идеалах я нахожу совершенство, которого так не хватает в этом мире, полном раздоров и зависти, несправедливости и тирании, невинными жертвами, которыми мы так часто становимся. 6 августа 1942 года. Русские яростно атакуют. Мы отвечаем огнем на огонь, весь день и всю ночь. Во время коротких затишей мы все глубже зарываемся в землю. Я измотан до предела. Хоть бы эта пытка побыстрее закончилась. 12 августа. Я выдохся. И для того, чтобы написать эти несколько строк, буквально трачу последние силы. Эта ужасная война скоро для меня не закончится. Меня уже тошнит от всего, и я хотел бы избавиться от всего своего окружения, от этих прекрасных парней, которые слегка старше меня по званию, от этих ефрейторов и капралов, которые полны желания подсластить нашу жизнь. Они навешивают на нас всевозможные надоедливые поручения. Такие, например, как добывание корма для лошадей. Наша жизнь начисто лишена каких-либо просветов. Мы находимся в нескольких километрах от Дона, и нам говорят, что мы проведем здесь зиму. 31 августа. Все, о чем мы говорим, касается двух предметов – отпусков и женщин. Да-да, женщин, даже здесь, в России. Часто мои товарищи говорят следующее. Я считаю себя женатым только в Германии. Можно себе представить, как эти ребята проводят свое свободное время. 13 сентября 1942 года. Наконец-то хорошая новость. Из связистов меня переводят на наблюдательный пункт номер 5. С легким сердцем я покидаю траншеи. Тень и тишина. Как хорошо. 26 сентября. Опять нас сменили итальянцы. Прекрасное время, проведенное на посту номер 5, осталось в прошлом. Приказ подготовиться к немедленному маршу свалился как гром с ясного неба. Сегодня мы расположились в маленьком городке в 15 километров от Россоши. Никто не знает, что нам предстоит, а мы и того меньше. Остается только дать волю воображению. Боюсь, ближайшее будущее не обещает нам ничего хорошего. Все говорят, что зимой нас ждут бои, хотя никто в этом не уверен. С другой стороны, в глубине души каждый лелеет надежду на возвращение в Германию или на отвод в тыл, хотя бы в оккупированные страны. Куда угодно, только подальше бы от России. Дневник прерывается. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока, до новых встреч.